справочка. Значит, за моей спиной Ford Mondeo 2015 года. К нам он приехал из Москвы. Год назад он обработал автомобиль на каком-то СТО, либо где-то в гараже. Отдал за это что-то там порядка 15-20 тысяч рублей. Буквально спустя зиму все пожелтело. Еще раз, ребята, качественный и хороший антикор не бывает дешевым. Вообще хорошее в этом мире дешевым не бывает. Здесь ржавчина была, ржавчину обработали поверху мастикой, только усугубили это. Потом находятся некие ребята, которые, видя подобную картину, что под мастикой гниет, они думают, что мастика это плохой антикор. Нет, мастика хороший антикор, но если он обработан на чистую, нормальную, хорошую поверхность. И вот сегодня мы будем воевать с этим автомобилем, мы его полностью разберем, погрузим на эвакуатор, поедем отпесочим, загрунтуем, приедем, обработаем и соберем. И я подробно расскажу, как это должно быть правильно. То, что он отдал 20 тысяч, это вот он просто взял 20 тысяч и вот так вот выбросил в мусорку. Это даже усугубило, это еще хуже стало, чем было. Обо всем по порядку, поехали. Мы все это разобрали, но всегда нужно понимать, что автомобиль обработать нужно, как только он сошел с завода. Вот в этом случае автомобиль типа 2015 года, он был как-то обработан какой-то шляпой, но он был обработан уже, когда он уже начал ржаветь поверху. И на сегодняшний день качественно сделать, даже вот мы поедем это на песочку все сделаем, качественно на 100% это невозможно. Почему? Потому что вот туда я засовываю палец, ну там грязь, и там она вековая, ты ее никогда в жизни уже ничем не смоешь. Это просто невозможно. Можно это как бы сделать чуть лучше, туда залить, чтобы она это все пропитала, но идеально это уже сделать невозможно. Невозможно. Сняли бак. Конечно же, тут его никто никогда не снимал, ну да не страшно. В принципе, тут ничего такого не пострадало. Это мы все сделаем. Вот такие углы, ржавчина ушла. Я вам более того скажу, ржавчина будет и вот здесь, с обратной стороны. Точно так же, потому что она отсюда пошла туда, либо вообще оттуда вышла наружу. Да, мы поедем отпесочим, но внутри ржавчина останется. Ну, понятное дело, что мы ее постараемся обработать. Вот это вот, видите, все было обработано по ржавчине. Так просто скрыли, как бы отдали деньги, взяли, давай, до свидания. Понятное дело, подрамник, под подрамником тоже будут вопросы. Вот это вот здесь стояла такая вот усиливающая пластина. Видите, что под пластиной. Ну, кто вам будет это снимать? Да никто вам не будет это снимать, никто вам не будет это обрабатывать. Дешево и качественно, я как говорил, уже не бывает. Вот здесь пройдемся все по возможности. Подрамник так с большего, ну как бы по поводу подрамника говорю сразу, что подрамник дешевле купить, когда он сгниет, чем на сегодня его полностью разобрать, отпесочить, отдать в полимерку, это реставрация. Он стоит 150 баксов, какой смысл? Можно его хоть каждые 5 лет менять и горе не знать. Вот, автомобиль, конечно, трохи жизни повидал. Еще такой, знаете, основной минус, когда вам залипушники делают залипушную обработку, то, что они обработали машину, и они же бабки быстрее, больше денег хотят заработать. Сразу же ее собирают. Чем я это докажу? Идем покажу. Вот здесь вот видно войлочные подкрылки. Видите? Обработали, поставили войлочные подкрылки, сразу все приклеилось. И вот эта вот грязь, которую вы видите, она тоже сразу приклеилась. Ну, ее отсюда вымыть 100% невозможно. Вот смотри сюда. Видите, там все в мастике. Там мастикой не обрабатывается. Сколько можно говорить? Мастикой там не обрабатывается, понимаете? Туда песком, сейчас я уже не залезу.
Внутреннюю сторону крыла тоже обработали мастикой. Оно здесь не обрабатывается мастикой. Вот. Приедем, снимем все эти колеса. По возможности там что-то попробуем обработать, то есть вычистить. Но насколько это все получится качественно, одному Богу известно. Если вы хотите это сделать качественно, это нужно сделать сразу. То, что делается сейчас, это делается как получится. При этом эта машина у владельца была с салона. Ее нужно было сразу обработать. Но он повременил. Кто бы вам там что там сказки не рассказывал, что там это, вот мы все это прочистим, обработаем. Нифига. А я говорю сразу как есть. Я тебе могу сделать идеальную обработку только с новья. Все остальное как получится. Значит, с пескоструем работы закончены, ушло на эту процедуру порядка 1,5-2 часов. На чистом металле вы можете наблюдать пятна, это следы от прошлой ржавчины. В некоторых местах остался заводской антикор, и его мы снимать не стали. По причине того, что под ним ржавчины нет. Иначе он бы слетел как шелуха, только направь на него пескоструй. Процесс удаления требует определенных навыков. Если тачку отдать неопытным пескоструйщикам, так они и трубки, и кузов могут превратить в решето. Песок коварная штука, чуть зазевался и дырка. Долго оставлять кузов отпесоченным нельзя. В идеале, как только автомобиль очищен, его необходимо продуть от песка и незамедлительно загрунтовать. Так мы и сделали. Нанесли 2 слоя эпоксидного грунта с цинком.
Как только грунт подсыхает, мы грузим его на эвакуатор и уезжаем в закат. На следующий день, что вы думаете, начинаем обработку? Нет, конечно. Мы наносим один плотный слой черного грунта, и чуть позже я объясню, что и почему. Конечно, кто-то может сказать, что это перебор. Возможно. Но так как мы являемся фанатиками своего дела, мы о защите кузова заморачиваемся по максимуму. Итак, ребята, уже материал подготовлен, автомобиль у нас тоже подготовлен. Значит, напоминаю, была вся ржавчина удалена, все было качественно отпесочено, все вы это прекрасно видели, отпесочили даже подрамник. При этом нанесли эпоксидный грунт с содержанием цинка и после этого нанесли акриловый грунт. Для чего акриловый мы нанесли? Специально для того, чтобы черным, темным перекрыть, чтобы было видно, потому что металл такой же, как и цвет цинкового с эпоксидным грунтом. Он абсолютно одинаковый, пропустить очень-очень легко. Поэтому мы сверху нанесли черный, чтобы максимально все перекрыть. И вторым слоем уже точно удостовериться, что весь металл закрыт и все будет отлично. Теперь приступаем к нанесению мастики. По мастике тоже пару слов. Большинство людей, у кого вы обрабатываете, обрабатывает вам где-то 4, максимум 6 баллонов. Это просто максимум, а то и того меньше. В нашем случае, как правило, вот я вам показал, у нас уходит где-то 8-10 баллонов. Все зависит из-за размера автомобиля. Делаем мы это не спеша, чтобы максимально обезопасить себя от каких-то пропусков и сделать свою работу максимально качественно. Сейчас вы, в принципе, в этом и убедитесь. После того, как мы автомобиль обработаем мастикой, выжидаем следующий день, и уже на следующий день мы будем обрабатывать скрытые полости. Потому как мы сегодня тупо не успеем, и работать до ночи мы не работаем. Потому что, когда ты уставший, работу качественно ты сделать свою, в принципе, не можешь. Ладно, погнали. Так, значит, машина обработана, ушло у нас 8 баллонов на этот седан. Осталось обработать скрытые полости. Вот важный такой момент, который мало кто делает. Когда вы обрабатываете тачку, если вы поедете к тем типам, которым быстрее бы и бабки, они вам ее обрабатывают и сразу же собирают. Это большая проблема. Почему? Это равносильно, что ты под душем помылся и сразу же выскочил и по песку побежал. Что ты, ты чистый останешься? Конечно же нет. Ты сразу же, тебе это все прилипает и остается на твоей тачке. А если это остается на твоей тачке, это впитывает влагу и, соответственно, подвергает все это в дальнейшей коррозии. Поэтому автомобиль у нас остается на подъемнике до завтрашнего дня. Утром мы приходим, все это полностью уже высохшее, начинаем обрабатывать скрытые полости. Оно еще больше все это досыхает. И только на послезавтра, то есть это эта обработка, она еще будет стоять 2 дня по факту, высыхать. И потом, когда она уже поедет, она уже 100% вся полностью просохшая, и можно ее эксплуатировать так, как надо. Поэтому имейте это в виду, чтобы вам залипушники не налепили всякой барбитуры. А если вам нужно хорошо обработать, вы знаете, ссылочки будут в описании, в Инстаграм, ВКонтакте пишите, мы для вас это сделаем. Завтра приходим и продолжаем все, двигаемся дальше. И будем обрабатывать скрытые полости дверей, лонжеронов, крышки багажника, капота и так далее и тому подобное. Обратите внимание, как мы обрабатывали здесь. Подходили прям
под бампер, для того, чтобы когда бампер будет соприкасаться с кузовом, не перетирал здесь ничего, потому что машина к нам приехала сразу, вот здесь вот краска была сколота, мы ее отдавали на покраску, нам ее красили, а потом уже мы это обрабатывали. Теперь здесь скалываться ничего не будет, потому что защита кузова подобающая. Ладно. Материал для скрытых полостей. У нас свой, потому что мы не особо доверяем то, что там продают, потому что нам нужно именно такой, который даже тонкий слой защищает металл от коррозии, при том, что металл открытый, без грунтов. Я видел, как делаются тесты в солевой ванне, и при этом месяц он находится в солевой ванне, тонкий-тонкий слой, и при этом ржавчина не образуется. И что еще очень важно, что запаха нет. Абсолютно нету запаха. Ты клиенту машину обработал? Он поехал и не мучается месяцами, а то и годами этой вонью. Давай. Отлично, отлично, отлично. Во время обработки скрытых полостей важно, чтобы автомобиль по-прежнему был заклеен, потому что все равно летает туман. Если его расклеить заранее, то получится так, что ваша крыша, крылья, все будут в обработке для скрытых полостей. Видите, вот здесь вот нету антикора, да? Потом мы надеваем другую насадку, которая не распыляет, а которая под углом. И просто тоже сюда заливаем шов. Потому что это, ну, мы просто засрем все вокруг. Нам это не надо сейчас. Вот вы мне скажите, кто вам еще будет обрабатывать тачку, при этом все вот это вот снимать и показывать, насколько все это сделано качественно. Понятное дело, никому это не выгодно. Это долго, сложно, и никто не хочет показывать свои косяки. А мы именно поэтому и снимаем, чтобы косяков у нас не было, чтобы у нас не было мотивации сделать работу свою быстро, похабно и плохо. Мы стараемся ее делать всегда максимально качественно, пускай это гораздо дольше. Знаете, какой еще есть интересный момент, когда вы будете продавать свой автомобиль, и вы покажете, как была ваша тачка обработана, автоматически он будет стоить дороже. И найдется тот владелец, который любит свой автомобиль, ценит и купит именно ее у вас, потому что вы сделали свою обработку качественно. При этом у вас будет видео.
когда обрабатываете скрытые полости, никогда, запомните, никогда не используйте мовиль. Мовиль через год высыхает, и толку от нее нет. Она просто осыпается и откалывается. Раз. Все. Да, это мой первый плевок. Раз. Как бы вы качественно мастикой не обрабатывали кузов, в глубину швов мастика не проникает. Поэтому мы используем специальный проникающий состав, который защитит открытые швы на долгие-долгие годы. Как правило, они находятся в тех местах, в которых обычно и собирается влага и пыль, что впоследствии вызывает коррозию. Все вы прекрасно видели и знаете, что тачки начинают гнить именно с кузовных швов. Вот именно поэтому мы сейчас и осуществляем эту процедуру. Хорош, там. Ну, я еще раз, да, ты туда, ага, брызгаешь. Блин, ну кто вам может обработать, ребята, так машины? Я в этом сильно... Это нужно быть просто фанатом своего дела. Никак иначе. Блин, даже лицо забрызгало, видите, когда снимал. Вот в эти швы же не заходил. А, вижу, там есть, да. Так, блин, ну красиво. Да. Давай. Угу. Угу. Погнал. Угу. И вот в отверстие потом, Жень. Угу. Оу, щет. Ребята, еще раз, под передними крыльями мастикой не обрабатывается, потому что здесь угол атаки такой, что невозможно нормально обработать. Пистолет сюда не подсунуть, рукой сюда не подлезть, а очень удобно это делать специальной обработкой проникающей, которая имеет расползающий эффект. И тем более, если вы обратили внимание, у нас насадка именно под углом в 90 градусов, которая позволяет сделать эту обработку максимально качественно. А те, кто обрабатывает это мастикой, они просто это дело зафуфлили. И защиты как таковой там не будет.
старайся прям, знаешь, не утопить, ну, не нужно. Здесь тоненький налет должен быть по всей крышке, и все. Ну и по низу старайся тоже пройти. Не-не-не, сюда не надо, сюда не надо. Эти места не гниют никогда. Следующим этапом кистью наносим технический воск. Промазываем мы именно верхнюю чашку. Кто-то может подумать, что это все глупости. Я вам сейчас на собственном примере покажу, что эта тема очень и очень рабочая. Потому что за свою жизнь я переварил большое количество стаканов, и я знаю именно с какого места они начинают гнить и как это обезопасить. А примером будет моя собственная Honda. Один стакан в свое время я обработал этой подливой, а второй стакан я не трогал. И обратите внимание, тот стакан, который был обработан, он, как вы видите, выдавил смазку наверх. Почему это происходит? Потому что моторный отсек нагревается стакан, и эта смазка расползается во все щели. Обратите внимание, здесь болты не сгнили, а здесь уже все болты окисляются. Почему, вы скажете, я не обработал? Потому что так надо было. Не было у меня времени. С этой стороны я проводил ремонт, поэтому с этой стороны я его обработал. С другой стороны подвеску я не снимал, с другой стороны и не промазывал. И вот теперь именно поэтому я знаю, что это очень и очень рабочий способ. Итак, ребята, значит, все поломанные и гнилые элементы крепления мы меняем. Может, даже где-то и не наша забота, потому что вот эти вот шайбы, они там все сгнившие. Но, тем не менее, чтобы работа была сделана до конца качественно, мы стараемся эти вопросы устранять. Вот, кстати, следующий автомобиль тоже приехал на обработку. Тоже все будет разбираться, что-то будет песочиться. Локально, не локально, до конца еще пока неизвестно. Пока ты это не разберешь, тут ты ничего не поймешь. Вот, об этом тоже будет полное видео, но это чуть позже. Сейчас продолжаем собирать Ford Mondeo. И обязательно смазывать те места, которые... Ну, об этом я чуть позже все покажу. Да, везде используем разделительную смазку, чтобы ничего не закорело. Собиралось и разбиралось. В дальнейшем все отлично. Пятно контакта стойки амортизатора с кузовом тоже промазываем специальным техническим воском, чтобы там не собиралась ни пыль, ни мусор и ни грязь. Ту же самую смазку мы наносим в примыкание между усилителем и кузовом. Ты же видел наклеечку? Да. И обязательно нижняя кромка порогов наносится технический воск. Для чего? Для того, чтобы мастика, еще раз напоминаю, в швы попасть не может. В данном случае низ порога состоит из примыкания металла к металлу, а по факту это кузовные швы. И именно поэтому мы наносим его туда. Как я уже раньше показывал со стаканами, что она при нагреве летом растекается во все дыры и заполняет все швы. При этом туда не попадает влага и не попадает пыль. Ну, соответственно, с порогов влага выходить без проблем сможет. Тоже стараемся подобные вещи прибрать, потому что сейчас он поедет, за него зацепится и обвалится. Просто на пластиковой стяжке, без фанатизма.
Ну и давайте же быстро пробегимся и посмотрим, как автомобиль выглядит в собранном состоянии. Посмотрите, все клипсы стоят, все скрытые полости обработаны, подрамник обработан. Во все даже самые труднодоступные места мы постарались залезть настолько, насколько это возможно. Автомобиль выглядит так, как он не выглядел даже с завода, ребят. Честно я вам скажу, что такая обработка будет ходить долгие-долгие годы. Лично мое мнение, минимум 10 лет. Ну что, друзья, значит, автомобиль мы закончили, и мы вам показали все этапы и последовательность. То есть, просмотрев этот видос, вы теперь точно знаете, как выглядит качественная работа. Если вам кто-то обработает тачку и так с полукилометра сделает несколько фотографий, все это шляпа. Только каждый этап и только все досконально, как все отпесочено, как все зачищено, как все отгрунтовано, только тогда можно понять, что ваш автомобиль был сделан качественно. Если вы хотите, чтобы мы это сделали с вашим автомобилем, то все ссылки будут в описании. Пишите в Инстаграм, в Телеграм, пишите ВКонтакте. Ну а на этом все. Следующий видос будет с этой уже тачкой. Так что как-то так. Врубай.